Когда вы приезжаете в Одессу, то можно сказать, что приезжаете в Одессу на поезде, то можно сказать, что это первое место, которое вы посетите. Сейчас тоже с вами перейдем, как все, дорогу и посмотрим, что же там впереди. Сегодня мало людей с чемоданами, потому что все уже либо уехали домой, либо приехали на новогодние праздники в Одессу. Сегодня 2 января, уже 2025 года, и всем привет из Одессы. Сегодня, когда я утром вышла на улицу, было так пусто, абсолютно никаких людей, никаких автомобилей на улицах города. Вчера, понятно, тоже было на улицах пусто, потому что было 1 января. Все немного отдыхали после того, как встретили Новый год, а сегодня вот неожиданно как-то пусто в городе. Хотя в Украине из-за военного положения нет официально выходного 1-2 января. Все равно некоторые работодатели делали выходные для людей, чтобы те немного отдохнули и набрали сил для того, чтобы уже хорошо работать, более продуктивно в новом году. Всем привет из Одессы! Посмотрите, какое красивое небо голубое сегодня в городе. Вон там светит солнышко. После новогодних праздников люди вон пьют кофе, потому что кто-то еще не может проснуться. Сейчас на улице где-то 6-7 градусов, на солнце прям реально тепло стоять. Хочется надеть курточку полегче. У нас на сегодня обещали штормовое предупреждение, но, судя по погоде, оно где-то задержалось или его совсем не будет, потому что действительно очень тепло. Можно сказать, что в Одессе вчера уже официально открыли купальный сезон 2025 года, потому что из-за того, что такая солнечная, прекрасная погода, в городе много жителей поехали на пляжи, и некоторые из них плавали, купались. Я прикреплю видео для того, чтобы вы могли на это все посмотреть. Раз 1 января такое большое количество одесситов купалось, то сезон будет хорошим, потому что, говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Смотрите, тут у голубей вижу сейчас завтрак или обед. Видите, какие грустные идут? Они просто идут на ЖД вокзал, потому что уезжают из Одессы. Праздновали, и пора домой. Видите, как медленно, и видно, вот, что реально грустные. Одесса всегда очень громко встречала Новый год, и в 12 часов ночи над городом небо буквально горело от салютов. Так было и в 2021 году, когда мы встречали 2022. Но война все изменила, салюты запретили, и теперь Новый год мы должны встречать все без них. Я думаю, не стоит объяснять, почему запретили пиротехнику, каждый человек это понимает. В этом году люди просто не выдержали, не смогли сдержаться, и на Новый год в городе раздавались сильные взрывы, и над городом запускали салюты. Мы этого не слышали, этих бабахов от них, а вот наши знакомые слышали, и некоторым действительно было страшно, потому что никто не понимает, что происходит. Все-таки, если на законодательном уровне запрещают взрывать салюты, то этого нужно придерживаться всем, потому что правила одни для всех. И пока в стране такая ситуация, в стране война, этого делать не нужно. Салюты взрывали не только в Одессе. После того, как опубликовали видео салютов над городом, опубликовали, что Львов повторил все точно то же и тоже запускал эти фейерверки. В общем, люди, конечно, не выдерживают. Хочется праздновать так, как праздновали раньше, хочется наслаждаться праздником, но все равно должны понимать, что этого делать сейчас нельзя. Слушайте, такое яркое, прекрасное солнце сегодня. Я присела на лавочку и чувствую себя таким котиком. Так тепло, так приятно.
прелесть. Зима в этом году просто всех радует. Я так обратила внимание, что здесь на Старосиной много кафе различных, но никто нигде не ест, не завтракает, не обедает, все только пьют кофе. Видимо, все так наелись всего на Новый год, что аппетита ни у кого нету. Присела на лавочку и вижу, кто-то забыл свое сокровище. Ну, видно невооруженным глазом, что это бутылочка с вином. Кто-то отдыхал и забыл. Новый год начался не только с хороших новостей, но и из не очень приятных. С 1 января у нас подорожало топливо, бензин подорожал на гривну 50, газ на гривну 30, а дизель на 2 гривны. Это все из-за повышения акцизов, из-за роста акцизов. Поэтому теперь люди будут ездить еще немного экономичнее. Сколько я хожу, людей все время все больше и больше. Вы знаете, наверное, все возвращаются в Одессу, кто ездил домой, кто ездил в область, кто ездил в другие города, потому что, ну, видно, что просто все возвращаются уже в рабочий режим, и все возвращаются в город. Очень мне нравится пешеходный переход, который здесь нарисовали. Из-за того, что здесь много кафе, наверное, здесь нарисовали ложка, нож, вилка. И так вот весь пешеходный. Вот на фоне сейчас увидела как раз елку и хотела бы еще сказать о том, что, понятное дело, каждый год на улицах города продают натуральные живые елки. И почему-то их привозят действительно большое количество, их, понятное дело, все не раскупают, не разбирают. И снова так в сети распространилось видео, когда 31 декабря непроданные елки выбрасывали на мусорки в городе. Очень грустно за этим всем наблюдать, тем более, что цена на елки 31 декабря даже вечером не падала. И хочется, наверное, сказать, чтобы в следующем году люди, которые продают елки, если вы меня слышите, хотя бы вечером 31 декабря снижайте цены или отдавайте просто людям, которые хотят приобрести такую елку бесплатно, потому что они у всех есть на них деньги, а кому-то вы можете подарить праздник, а не просто выбросить ее на мусорку. Делайте добро, давайте эти елки хотя бы вечером 31 декабря бесплатно или за символичную плату для того, чтобы осчастливить других людей. Потому что вот зрелище, когда эти прекрасные деревья просто так выбрасывают на мусорку, ну, такое себе. Я вообще за то, чтобы елки продавали в вазонах с землей, чтобы их потом можно было высаживать. Вот видно, что это гости города, которые только приехали на поезде и, наверное, идут на какой-то общественный транспорт, чтобы приехать в пункт назначения. Еще примерно месяц точно в Одессе будут по улицам города стоять красивые елки, красивое новогоднее украшение, поэтому у вас еще есть возможность с этим всем сфотографироваться. Хорошо, что несмотря на войну, в городе был праздник. Вот видите, все одесские коты пригрелись на солнышке. Знаете, на сегодня в Одессе было штормовое объявлено, я вот чувствую, как оно приближается, потому что ветра не было, но сейчас он появляется и достаточно холодный. Поскольку я была недалеко возле привоза, решила зайти на привоз и купить, ну что купить, конечно же, мандаринки. Смотрите, я иду, просто класс. Автомобиль белка и сзади хвост. Круто. И такого я еще не видела. Вот так, приехала на привоз, но он почему-то закрыт. 2 января привоз отдыхает. Мандарины придется покупать в другом месте.
не думала, что 2 числа не будет работать рынок. Смотрите, все закрыто. Никого. Все празднуют Новый год. Здесь, сколько я иду мимо привоза, такое большое количество людей. Вроде бы как центральный вход закрыт. Ну а так все немножко здесь в переулке возле привоза работают. Продолжим. Это, наверное, сегодня самые неленивые вышли на работу. Может, удастся найти неленивого продавца с мандаринами. Видите, девушка идет тоже на позитиве. Со смайликом. Не купила я мандарины. Были они только в одном месте. И то, что такие уже видавшие многое. Поэтому завтра уже привоз будет работать. Можно приезжать, уже выбирать, что хочешь.